Чао! В этом видео распакуем Хлою из коллекции Always Brats. А чтобы не пропускать новые видео, советую подписаться на мои соцсети. Там много интересного не только про кукол, но и про видеоигры и даже моду. Так, вернемся к Хлое. Согласитесь, что у Bratz всегда красивые коробки. На чем мы остановились? Лучше все посмотрим вблизи. Коробка куклы Bratz, как всегда, трапециевидной формы. На блистере написано имя Хлоя. Рядом с ним ее значок, крылышки ангела и нимб. У Хлои, как и у всех в этой коллекции, обновленное лицо. Кстати, в этот раз вместо второго образа мы получаем несколько аксессуаров. Спереди также написано название новой коллекции, оно тоже переливается. А еще с Bratz почти всегда есть постер. Сзади коробки мы можем прочитать подробнее о Хлое. Она говорит: мой стиль зависит от настроения. Иногда это нормкор, а иногда это драма. Кстати, это описание отличается от первого выпуска из 2001 года. Ну а сейчас любимая часть с чик-чик, то есть распаковкой. Ура! Я смог вытащить Хлою. Это было непросто. Зато посмотрите на эту красавицу. У нее красная помада с обводкой, прорисованные с волосками брови и розовые перламутровые тени. Нижние ресницы того же цвета, что и брови. В общем, любуйтесь. Ладно, шучу. Сейчас все расскажу. Ее образ полностью олицетворяет стиль Y2K. Почти вся одежда куклы имитирует джинсовый материал. На юбке и джинсовке есть имитация золотых пуговиц. Моя любимая деталь – джинсовые гетры. Материал, кстати, отличается от остальной одежды. Под ними прячутся нереально высокие белые перламутровые босоножки на платформе. А вот здесь на топике нарисованы розовые крылышки, отсылающие к прозвищу Хлои. Вот так выглядит Хлоя без джинсовки. Жаль, что в комплекте сумка из пластика. Рельеф на ней имитирует стежку, также символ Bratz буква Б. Кроме этого есть розовые очки и куча безделушек. Хотя вот этот телефон – это база в наше время. Экран – это наклейка, сейчас Хлоя кому-то пишет. Сам телефон тоже розовый с рельефом губ. Что всегда радует у Bratz – очень мягкие, приятные волосы, хотя немного залаченные на концах. Сейчас мы это исправим. Как обычно, использую кондиционер для волос, мыло и теплую воду. Теперь расскажу одну хитрость для создания бигуди и других причесок кукол. На видео я показываю, что нужно взять прядь волос и закрепить ее кондиционером воедино. Использовать лак для волос я не советую, так как все может ужасно липнуть, проверено мною. А сейчас самое интересное. Итак, вам нужно взять обычную трубочку и другую трубочку, разрезанную вдоль. На обычную мы наматываем прядь волос. Можете дополнительно пройтись кондиционером. Придерживая кончики пряди, закрепляем волосы с помощью второй разрезанной трубочки. Просто наложите ее поверх обычной. Хотя это не просто, думаю, это самый простой способ, который я знаю. Ну, или которым я могу поделиться с вами. И еще раз повторюсь, что у Bratz очень приятные мягкие волосы. У Хлои они еще и густые и длинные. Как всегда, я несколько раз переделал ее локоны.
но я очень рад результату. Покажу его позже, но перед этим сравним двух Хлой. Если вы смотрели обзор первой волны репродукции, то уже знаете, что моя коллекция началась именно с этой базовой Хлои. Сразу бросается разница между ними, да ведь? Поставлю каждый по баллу, так как обе они крошихи. Второй балл поставлю новой Хлое за шарнирное тело. А за второй комплект одежды балл получит репродукция. Но все же мне больше нравится Хлоя из коллекции Always Brats, так как она выглядит более необычно, дерзко и современно. Да, это изогетер. Раз появилось солнышко, вот вам немного эстетики. Напомню, что все обзоры Brats находятся в отдельном плейлисте. Больше красивых фотографий вы найдете в моих соцсетях по QR-коду или ниже в описании. Там больше контента, которым я хочу радовать вас. Ладно, все, увидимся в следующем видео. Пока-пока.